Онегина, это необычное и певучее имя, неожиданно ворвалось в музыкальную жизнь нашей страны, нашей республики, радостной вестью из далекой Праги. В 1967 году на международном конкурсе вокалистов впервые наша якутянка, еще студентка Московской консерватории имени Чайковского, завоевала премию лауреата. Ее имя тогда было у всех на устах. Казалось, что счастливая улыбка не сходит с ее лица, ведь победы следовали одна за другой. После Праги международный конкурс в Мюнхене, всесоюзные в Киеве, Минске. Все понимали, что перед ней большое будущее. Она первая из якутских артистов протарила конкурсную тропу для певцов, но они ступят на нее только лет через 20. Интересен один факт ее студенчества. Она единственная из всех претендентов прошла жесткий кастинг на партию «Кармен». Опера «Кармен» тогда ставилась в Москве именитым немецким режиссером Берлинской комиссии опер Фельденштейном. Получила его приглашение, но, не раздумывая, полетела на родину. Не будем гадать, что если бы, да кабы. Она всегда стремилась в родные края к своей дружной семье, где ее ожидали 6 младших братьев и сестренка. Родители Анна Николаевна и Егор Ильич Ильины, давая старшей дочери имя, соединили первые буквы своих имен и фамилии, как бы благословляя и оберегая ее своей любовью. Вот и получилось имя Онегина, ставшее символом нашего якутского оперного искусства. С раннего детства Онегина научилась упорному труду в семье, видя, как папа, школьный учитель и участник Великой Отечественной войны, каждое лето строил дома своими руками, чтобы прокормить большую семью. Не покладая рук, трудилась и мама. Помогая ей во всем, Онегина умела делать все, что обычно нужно в сельской жизни, и всегда напевала. А поет она, как говорит сама, с 7 лет и, конечно, всю жизнь. Она тоже из числа тех якутских муз, вышедших из простых якутских балаганов, как образно сказал в свое время поэт Иляй о ее предшественницах Егоровой, Лыткиной, Васильевой, Шепелевой. Прекрасную вокальную школу Онегина получила у выдающегося педагога, профессора Московской консерватории Нины Львовны Дорлиак. Занимаясь в доме педагога, она часто виделась с ее супругом, величайшим пианистом Святославом Рихтером. «Они для меня боги», – всегда восклицает Онегина Егоровна. А боги называли якутянку просто Аня. Она всю жизнь благодарна и самому первому своему учителю якутского педучилища Андрею Филипповичу Костину, который заставил силком ее спеть перед отборочной комиссией, приехавшей тогда из Москвы в Якутск. Благодарные преподавателям Московского училища Персиковой, Померанцевой, ведь Онегина единственная из всего выпуска поступила тогда в консерваторию. А все же надо признать, что наш Якутский музыкально-драматический театр имени Платона Юнского в те годы, его репертуар, состав оркестра не соответствовали потенциалу выпускницы консерватории такого уровня, когда она в 1969 году пришла в театр. И ведь то, что мы имеем сегодня в театре, все это создано трудами Онегины Ильиной Дмитриевой и ее поколением, с которым связан ренессанс, золотой ренессанс якутского оперного искусства, освоение большой академической оперы. Стоит только напомнить репертуар, и мы увидим, что в репертуаре Онегины Егоровны сосредоточена почти вся полувековая история, этапы и вехи нашего театра. Ее дебют на родной сцене состоялся в партии Ольги в опере Чайковского Евгений Онегин, еще в постановке Анны Егоровой.
За все годы сценической деятельности она спела более 30 оперных партий самого разного плана в операх русской и зарубежной оперной классики, операх советских композиторов, национального репертуара. За создание образов Любаши в опере «Царская невеста», «Княгиня в русалке», «Туяр Мыко» в Нюргунботуре и концертную программу она удостаивается Государственной премии РСФСР имени Глинки. И, конечно, вся республика радовалась, когда она первая из якутских вокалистов с огромным успехом выступила в спектакле Большого театра СССР «Царская невеста» в партии Любаши и в Чио-Чио-сан в партии Сузуки на исторической сцене и на сцене Кремлевского дворца съездов. В те дни в Москве о ней писали: как шлифуют грани якутских алмазов, превращая их в бриллианты, так работает Онегина Ильина над своим голосом. Для певицы дороги все партии, все образы ее репертуара, но вот Кармен, Любаша и Графиня, признается сама Онегина Егоровна, это моя осуществившаяся мечта. 3 разных женских характера, объединенных тем, что все они большие личности, богатые натуры. И эти образы для меня неисчерпаемы, и невозможно когда-либо закончить работу над ними. О коронной партии Кармен, Любаши и Графини из «Пиковой дамы» в творчестве певицы отмечены особой печатью академизма и масштабностью ее таланта в галерее мастеров якутской и российской сцены. Они стали эталонами преемственности для молодых поколений, как и партия Туяр Мыко в опере «Яланхон Нюргунботур». Кроме 30 оперных партий, у Онегины Егоровны и большой концертный репертуар. Это свыше 400 произведений камерной музыки разных композиторов. Вся ее творческая деятельность наполнена непрерывной и насыщенной работой над новыми программами, гастрольными поездками по республике, регионам России и союзным республикам. Ее маршруты пролегали от Мурманска до Камчатки, от Кавказа до Таймыра. Конечно, это и все самые знаменитые сцены Москвы и Санкт-Петербурга, и зарубежные выступления. Она удивляла тогда слушателей тем, что исполняла произведения на языках оригинала. Арии из оперы Верди по-итальянски, песни Шуберта по-немецки. Это есть один из признаков очень высокой профессиональной культуры. Многогранная Онегина Егоровна сочетала сцену с преподаванием вокала и стояла у истоков становления Высшей школы музыки. С 1994 года почти 30 лет возглавляла кафедру академического пения и оперной подготовки. Как первая заведующая, преподаватель, доцент, профессор. Сама воспитала немало вокальных кадров. Среди ее учеников талантливые солистки оперного театра, лауреат конкурса «Новые имена» Мария Михайлова и Мария Шапошникова, артист хора Мичил Прокофьев и в прошлом артисты хора, а ныне уже преподаватели Акулина Тихонова, Анита Еремеева, Лилия Борисова и другие. Все они приняли самое широкое участие в юбилее любимого и дорогого педагога. Один из них, ученик уже ее ученицы, Николай Ефимов, спел партию одного из 3 Сарук-Балуров в Нюргунботуре на сцене Большого театра в декабре 2022 года. Другой гранью является общественная деятельность Онегины Егоровны. Все перечислить и назвать непросто. Она первый председатель жюри республиканских конкурсов «Новые имена» и «Полярная звезда», как одна из выдающихся воспитанниц, член жюри первого международного конкурса камерного пения имени Нины Дожляк в Москве, сопредседатель жюри первого межвузовского конкурса молодых исполнителей имени Марка Жиркова в консерватории имени Чайковского.
председатель жюри первых 3 всероссийских музыкальных конкурсов номинации «Сольное пение» по Дальневосточному федеральному округу. А в ноябре прошедшего 2022 года Онегина Егоровна ездила в Ханты-Мансийск, где работала в жюри всех 3 туров уже 4-го Всероссийского музыкального конкурса. Человек очень деятельный, в 2018 году выпустила первые 3 сборника для голоса и фортепиано, составленных из ее меццо-сопранового репертуара. Для обладателей меццо это издание бесценно, как и для всей музыкальной культуры республики и для изучения творчества автора. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, она ускорила завершение долгостроя, и наш музыкальный театр в 1982 году наконец-то обрел и вошел в собственное здание, событие исключительного значения для его развития, ведь через 10 лет он будет театром оперы и балета. Трудно переоценить и появление в республике передвижной телевизионной станции ПТВС и многое-многое другое. Любовь. Она есть в жизни каждого человека. Любовь к творчеству и любовь земная у Онегины Егоровны неразделимы. Семейная история очень необычна. Дочери Петра Никифоровича Дмитриева рано потеряли родную маму. И младшая дочь, увидев по телевизору поющую Онегину Ильину, сказала: «Вот она будет нашей мамой». Удивительно, но волею судьбы так и получилось. Петр Никифорович, известный ученый-фольклорист, и Онегина Егоровна стали гармоничной парой. Вместе вырастили и прекрасно воспитали 3 детей – Дашу, Сардану и Маю. Дочери и внуки очень нежно любят свою заботливую маму и бабушку. Когда глава семьи тяжело заболел, Онегина Егоровна ухаживала за ним все годы, и ее любовь к семье возвращается сторицей. Прошедшие юбилейные торжества в честь 80-летия Онегины Ильиной Дмитриевой подарили общественности республики счастливую возможность еще раз выразить искреннюю любовь и благодарность человеку, который щедро дарил свой талант, творчество, красоту оперного искусства многим и многим поколениям якутян. Первыми 3 февраля с днем рождения Онегину Егоровну поздравили коллеги Высшей школы музыки замечательной концертной программой юных талантов. Именно в этих стенах прошло основное официальное торжество. Его подробно освещали во всех СМИ и в интернете. Тепло и душевно выступила заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина. Она подчеркнула символичность юбилея в год педагога и наставника. Ректор ВШМ Надежда Зайкова отметила счастливое для школы совпадение 80-летия юбиляра с 30-летием школы. А решением ученого совета Онегину Егоровну наградили званием первого почетного профессора Высшей школы музыки и провели красивую и традиционную церемонию облачения профессорской мантии. 8 февраля в Национальном художественном музее в честь Онегины Ильиной Дмитриевой состоялся концертный проект «Учитель перед именем Твоим». Авторами проекта выступили дочь, художник Сахатеатра Дарья Дмитриева и племянница-музыкант Наталья Ильина. Режиссер Руслан Тараховский и ведущий Георгий Белоусов создали теплое и уютное настроение вечера. Творческую атмосферу подчеркивал небольшой вернисаж из портретов юбиляра, написанный художниками Афанасием Осиповым, Людмилой Слепцовой, а также работы графиков, отражающие музыкальную тему. Здесь же выставлены хорошо знакомые концертные платья артистки. Кажется, они до сих пор таят аплодисменты. Интересную программу посвятили дорогому учителю, ее ученики и ученики ее учеников. А Онегина Егоровна дарила между их выступлениями свои уникальные воспоминания, раскрыв еще один талант
прекрасного рассказчика. Финальным аккордом прозвучала общая песня во главе с героиней вечера. Это было незабываемо для всех. А 18 января она с особым трепетом и волнением и впервые за 3 ковидных года вошла в родной театр оперы и балета. Юбилею Примадонны посещалась новая постановка, авторский спектакль Андрея Борисова, опера Ланхо Нюргунботу, Жиркова и Летинского. В фойе зрителей встречала традиционная фотовыставка театрального музея, костюмы Кармен и Любаши, в которых она выступала. Эти костюмы изготовлены в мастерских Большого театра. Тут же мраморный бюст певицы, прекрасная работа скульптора Егора Петровича Агатоева. Зритель, пришедший на спектакль, был какой-то особенный, театральный, интеллигентный. Встречалось очень много знакомых лиц. Каждому хотелось сфотографироваться с любимой артисткой. Все просто подходили и от души поздравляли. Это были ее зрители, поклонники ее таланта. Зал встал и, как в былые времена, взорвался аплодисментами, когда объявили имя юбиляра. Спектакль проходил с особым вдохновенным огнем, ведь артисты выступали перед легендарной Туярой Майко. Новую постановку оперы Ланхо Онегина Егоровна послушала с удовольствием. А когда спектакль закончился, она под овацией зрителей вышла на родную сцену, на которой столько лет жили, любили, страдали, погибали и побеждали ее оперные героини. В этот момент она светилась вдохновением и большой радостью, была прекрасна в своем благородстве, потому что театр, сцена – это все и есть она сама, наша всенародно любимая Онегина, Онегина Егоровна Ильина Дмитриева. Директор театра Владислав Левочкин вручил легендарному корифею нагрудный знак, юбилейный знак «100 лет Якутской ССР». Так символично завершились замечательные юбилейные вечера, подарившие много радости всем жителям нашей республики.